Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. А вы знаете, что если золотую рыбку положить на сковородку, то количество желаний возрастает до бесконечности? А сегодня мы из остатков ткани сошьем очень интересную развивающую игрушку. Сначала сложим кусок ткани вдвое и обрисуем контур тельца рыбки. Затем вырежем эти детали. Рыбок лучше заготовить много, разных цветов. Дополнительно из плотного фетра подготовим детали хвоста и плавников и приступаем к работе. Складываем вместе детали туловища, вкладываем спиной плавник, потом хвост. Затем внутрь вкладываем начинку. Сначала маленький магнитик. Кстати, его легко утянуть в нужное место. Достаточно снаружи поднести другой магнит. После этого вкладываем в рыбку немного наполнителя. Остается только зашить оставшиеся отверстия и сделать шов, который выделяет голову. И, конечно, этот шов не дает магнитику сдвинуться в сторону. Он должен быть в передней части рыбки. В нашем пруду будут водиться самые разные рыбки, разных цветов. Поэтому смело говорите: я не ботаник, я художник. Можно сразу подрезать детали плавника и хвоста. Рыбка сразу станет более выразительной. Фигурки делаем не очень большие, ведь играть ими будет ребенок, и силы магнита должно хватать на сцепление. Рыбки будут симпатичнее, если им нарисовать глазки и ротик, а форму хвоста и плавников можно сделать любую. И, конечно же, нам нужна удочка. Кусочек фетра сложим пополам, вставим тесемочку, зашьем в виде треугольника. Внутрь поместим магнит. Здесь нужен магнит помощнее. Можно поставить 2 или 3 маленьких. И все. Готова увлекательная игра для детей от 3 до 103 лет. Задача: аккуратно подвести удочку к голове рыбки и поймать ее. Лучше сделать 2-3 удочки и устраивать соревнования, кто больше наловит рыбы. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!